Привет всем моим подписчикам. Сегодня сериал «Осень в моем сердце». 2000 год, режиссер Юн Сок Хо. В ролях Вон Бин, Сон Хи Гё, Сон Сын Хон, Ким Хи Сук и другие. Сюжет. Две девочки родились в один день в одном роддоме. Брат одной из них, будучи двухлетним малышом или трехлетним, уронил таблички в комнате для новорожденных. Вот так малыш круто изменил судьбы двух девочек, да и свою тоже. Раньше, когда я смотрела подобные фильмы, я думала, как такое возможно? Но после многочисленных ток-шоу по российским каналам на эту тему я поняла, что таких случаев очень много, когда детей меняли, и это действительно была трагедия для обеих семей. Одна семья была богатой, другая бедной. Брат и сестра из богатой семьи были очень дружны и любили друг друга, словно заранее знали, что они не кровные родственники. А в бедной семье брат был идиотом, поэтому ни о каких теплых отношениях речи не шло. Семьи были вынуждены обменяться девочками, что сопровождалось переживаниями, слезами и с той, и с другой стороны. В итоге богатая семья уехала в США и после продолжительного времени вернулась. До этого момента детей играли молодые актеры, а потом появились Вон Бин, Сон Хи Гё и Сон Сын Хо. Когда-то я увлекалась актером Вон Бином после фильма «Мой брат», да и Сон Хи Гё мне тоже казалась такой красавицей. Вот, собственно, персонажи этих актеров образовали любовный треугольник. Ну, а дальше все по накатанной. Смертельная болезнь, кого любит главная героиня, кого любит главный герой. Вообще, мне была симпатична пара персонажей, которых играли Вон Бин и Сон Хи Гё. В общем, пока я дошла до финала, у меня было ощущение, что из меня вытянули все кишки. Конечно, всех жалко, но главный герой, который был помолвлен с другой девушкой, все не мог определиться. Родители, которые всячески препятствовали любви сына к бывшей сестре, Вон Бин, вернее его персонаж, безнадежно влюбленный в главную героиню. В общем, драматизм сериальной истории был смазан тянучкой кота за хвост из серии в серию. Я ждала, когда же, наконец, главная героиня умрет. То есть ждала, конечно, не ее смерти, а хотелось увидеть финал. А она все не умирала и не умирала. Единственный персонаж, который меня не бесил, это был персонаж Вон Бина. Я, честно говоря, очень понимаю Вон Бина, который уже давно не снимается. После фильмов «Мать», «Мой брат», «Человек из ниоткуда» сниматься в проходных сериалах, похожих друг на друга, ему, наверное, западло. Очень жаль, хотелось бы его еще увидеть в фильме каком-нибудь. Мне показалось, что ему тесновато в этом сериале. Мне понравилась актриса Ким Хи Сук, которая играла маму в бедной семье. Неизменно такие персонажи с химкой на голове, скандальные, измотанные нищенской жизнью. Она и по сей день играет мам добрых и злых. А персонаж Сон Хи Гё меня раздражал. Она из тех, кто подставит левую щеку, если ударили по правой. Или ни рыба, ни мясо. Но Сон Хи Гё красавица, а в личной жизни, кажется, ей не очень везет. Жаль, что у них с Хён Бином ничего не вышло. Красивая пара бы получилась. Вообще очень грустная история. Я, как всегда, всплакнула, но всегда вспоминаю этот сериал с чувством злости. Я как-то видела украинский сериал, сюжет был один в один. Интересно, были соблюдены все юридические моменты в сфере авторского права? Но, тем не менее, сериал мне запомнился. Сцена встречи главной героини с мамой, которая ее воспитывала, после долгой разлуки вызвала у меня поток слез. Миллион сцен подобного рода в сериалах, но каждый раз ведешься на это. То ли потому, что реальность пугает, то ли это тоска по прошлому, но по-детски наивная и теплая душевная атмосфера притягивает к экрану и становится грустно, потому что в прошлое не вернуться никак. Очень жалко было главную героиню. В 14 лет потерять родителей, которые заботились о ней с любовью, попала в нищету, к которой не привыкла. Потом встретилась с братом, который оказался не свободен, и в конце концов страшная болезнь. В общем, незавидная судьба. А впрочем, был же период, когда она жила с родителями и братом и была счастлива. Про смерть это всегда грустно, если мягко выражаться. И что главный герой после смерти бросился под машину, логично. А то некоторые кидаются в могилу, а потом, глядишь, и года не прошло, а он или она снова женятся. Значит, не врал про любовь-то. Как мама оплакивает своих детей, зрелище невыносимое. Сказать, что мне очень жаль всех мам, оплакивающих своих детей, это не сказать ничего. Так не должно быть. Дети должны хоронить своих родителей. Ну, на этом все. Всем здоровья и удачи. Пока.